Всем большой привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. Как полюбить спорт? Наверняка многие хотели бы заниматься спортом регулярно, иметь красивую фигуру, здоровое подтянутое тело, начинали ходить в спортзал, а через какое-то время теряли интерес и забрасывали, возвращаясь к старому образу жизни. Новые идеи всегда слабее старых привычек, верно? У меня тоже такое бывало. Я покупала абонемент в тренажерный зал, ходила регулярно, а потом обычно через полгода максимум теряла интерес и забрасывала, возвращаясь к малоподвижному образу жизни. Теряла мотивацию. Обычно моей мотивацией было привести фигуру в порядок, потом, достигая определенного результата, теряла интерес к этому занятию. Ошибка здесь моя была в том, что сам результат приведения фигуры в порядок, он временный. Ведь нужно не приводить фигуру в порядок, а поддерживать ее в порядке, занимаясь этим регулярно. Скажу честно, я никогда не весила больше 53 килограмм, у меня никогда не было избыточного веса, и я не знаю, как бороться с этим. Но я уверена, мои правила будут полезны для всех людей, вне зависимости от пола, веса и возраста. На данный момент я для себя нашла наилучшую мотивацию и занимаюсь регулярно спортом уже на протяжении более 3 лет и получаю большое удовольствие от этого. Еще хочу отметить, я не персональный тренер, не доктор, я просто обычный человек, просто делюсь своим позитивным опытом в этой сфере. Итак, как полюбить спорт? Первое – это найти правильную мотивацию для себя. Наверняка вам кажется, что это такая банальная фраза, которую вы слышали сотни раз. Но подумайте, что это значит именно для вас. Для меня правильной мотивацией стало здоровье, потому что спортивная нагрузка усиливает кровообращение во всем теле, усиливает насыщение крови кислородом, а где кровь, там и питание, что сохраняет тело здоровым и подтянутым. Не ищите свою мотивацию в ком-то другом. Не ждите, пока вас кто-то будет тащить на спорт. Делать это ради себя и только ради себя. Второе. Найдите тот вид спорта, который будет вам нравиться и вдохновлять. Нравится бегать, идите бегать. Нравятся командные виды спорта, ходите на футбол, баскетбол, волейбол. Нравится йога, ходите на йогу. Тот вид спорта, на который вы будете бежать припрыжку и с удовольствием, наслаждаться им. Не заставляйте себя ходить туда, где вам не нравится. Ходить только потому, что туда ходит ваш парень, друзья и так далее. Не делайте то, что вам не нравится. Я, например, не люблю тренажерку, для меня это очень скучно. Для меня идеальным вариантом стали групповые занятия с мини-штангой. Вы тут, конечно, можете возразить, ведь спорт должен воспитывать в человеке самодисциплину, силу характера и выносливость, устойчивость к стрессу, а тут ты предлагаешь заниматься только тем, чем нравится. Но, дорогие мои, вы посмотрите на профессиональных спортсменов, они же действительно любят вид спорта, которым занимаются, иначе они не достигли бы таких высот в нем. Конечно же, тут дело не только в удовольствии, но без него вообще никак. Попробуйте разные виды активности и найдите самый любимый. Третье. Занимайтесь спортом настолько часто, насколько ваш организм готов переносить это с комфортом. Не ущемляйте другие сферы своей жизни, потому что чем больше дискомфорта и ограничений это будет вызывать в вашей жизни, тем быстрее вы от этого откажетесь. Например, я раньше занималась спортом такими своеобразными запоями по 5 раз в неделю. На пике мотивации я нормально могла это переносить, но со временем начинала накапливаться усталость, так как кроме спорта мне нужно было еще и работать, ну и личную жизнь тоже никто не отменял. Но сил, конечно же, на все это не хватало с таким-то графиком. И здесь слабым звеном оказался спорт, который я и забрасывала в итоге. Наконец-то для себя я определила то количество раз, которые я могу ходить в неделю, не ущемляя другие сферы своей жизни. И при этом чувствовать себя прекрасным. Для меня это 2 раза в неделю. Это ровно столько, насколько мне нравится этим заниматься, и оптимальная нагрузка для моего тела. Потому что для спорта не так важно количество раз в неделю, сколько их регулярность. Это важный момент.
И еще важный момент. Никогда не используйте спорт главным инструментом для похудения, так как самый важный момент похудения – это диета и правильное питание. А спорт – это всего лишь дополнительный инструмент, который будет усиливать метаболизм и приводить ваше тело в тонус. Так как 1 час интенсивной тренировки в спортивном зале – это всего лишь 300 килокалорий. А для сравнения, 1 кусок пиццы – это уже 500 килокалорий. А теперь посчитайте, сколько калорий вы потребляете избыточно и сколько физической нагрузки вам нужно иметь. На мой взгляд, это вообще нереально. И еще очень важный момент – никогда не начинайте заниматься спортом резко, брать большие нагрузки каждый день и так, чтобы вы не могли встать с кровати. Здесь большая вероятность того, что вы это очень быстро бросите, так как у вас закрепится негативное ощущение, что спорт – это только усталость и боль. Всегда входите в спорт постепенно, чтобы снизить стресс на свой организм и приучить себя к регулярным спортивным нагрузкам. Не мучайте себя чрезмерно, любите свое тело. Я обычно после продолжительного перерыва от спортивной нагрузки начинаю с тренировки 20 минут, и это вместе с разминкой, постепенно наращивая нагрузку. И последнее, но очень важно, это безопасность тренировок для вашего здоровья. Если у вас есть какие-то заболевания, лишний вес, проблемы с позвоночником, сердечно-сосудистой системой, обязательно проконсультируйтесь с врачом о тех физических нагрузках, которые вам можно выполнять. Если вы никогда не занимались спортом, возьмите несколько уроков с тренером по правильной технике выполнения упражнений. Техника – это очень важный момент. Сколько уже людей убили свои колени, позвоночник или какие-то другие хрупкие суставы только неправильной техникой упражнений, из-за того, что считают, что они и так все знают. Еще бы к теме безопасности я добавила бы хорошую, правильно подобранную спортивную обувь. Даже если вы на бюджете, никогда не экономьте на обуви, так как это тоже элемент правильной техники выполнения спортивных упражнений. Те способы, о которых я сегодня рассказала, позволяют мне заниматься спортом регулярно и с удовольствием, и без особого стресса и ущемления других сфер моей жизни, что позволяет мне достичь хороших результатов и чувствовать себя бодро и оставаться в тонусе. Я вам от всей души желаю найти тот вид спорта и получать от него удовольствие, так же, как и я. А на сегодня это все, что я хотела вам рассказать в этом видео. Пишите ваши любимые виды спорта в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а мы с вами увидимся в следующих видео. Всем до новых встреч, всем пока-пока!